Привет, товарищи, я Артемий Троицкий, и это 24-я серия популярной советологии. Назвал я ее «СССР и заграница». В общем-то, это как-то логично вытекло из предыдущей серии, где мы говорили об отпуске, и там я уже обмолвился о том, что за границей советские люди практически не отдыхали. Это было очень экзотичным и мало кому доступным видом отдыха, в отличие от теперешних времен. Потом стал думать о взаимоотношениях СССР и за границей в общем и целом. Я хотел бы начать издалека, что вообще устройство жизни в СССР, оно вызывает массу недоумений, претензий и так далее. Это и коммунистическая идеология такая, с одной стороны, какая-то утопистская, с другой стороны, агрессивная. Это и внутренняя политика с репрессиями, преследованием инакомыслящих и так далее. Это и внешняя политика, такая империалистическая, скажем так, и так далее. Но это все претензии такого общего характера, да, общественного, гражданского, политического и так далее. Но вот что касается личных претензий к Советскому Союзу и советской власти, то я могу сказать тут уже, естественно, только от себя лично. Моей главной претензией, моей главной, скажем так, фрустрацией, неудовлетворенностью в советские времена было то, что я был отрезан от всего остального мира, от этой самой пресловутой заграницы. Может быть, для меня это было особенно болезненно, поскольку отрочество мое, как вы, возможно, знаете, как я рассказывал, прошло в Чехословацкой социалистической республике, городе Прага, 63 по 68 год. Там как-то я вкусил такой нормальной космополитичной интернациональной жизни, а потом фигак и, значит, оказался за полным железным занавесом. Кстати говоря, живя в Праге, в общем-то, я там с родителями ездил в экскурсии в другие страны, там, скажем, в Польшу, Венгрию, в ГДР, Дрезденскую галерею, помню. Даже один раз ездили мы на автобусе в экскурсию в капиталистический город Вена, где я, кстати, купил свою первую пластинку. Дело было в 1966 году. Я там купил 45-очку «Битлз» с песнями «Мишель» и «Girl». Очень мне, конечно, плохо жилось без этой самой заграницы, потому что в культурном отношении я был человеком антисоветским, зато в высшей степени американо- и англофильским, то есть уже тогда, как вы понимаете, был иностранным агентом англосаксонским. И то, что я так и не увидел на концерте ни «Битлз», ни «Дорс», ни Джимми Хендрикса, ни многих-многих-многих других, этого я, конечно, советской власти не прощу никогда и ни за что. Значит, единственный раз в классическое советское время я выезжал за границу. Это было в 1973 году. Было мне 18 лет. По-моему, мне как раз исполнилось 18 лет в июне 1973 года. Ездил я в Прагу по приглашению чешского гражданина, своего, значит, ближайшего друга Коли. Прошла эта поездка нормально, целый месяц я пробыл в Праге, вот, масса прелестных воспоминаний. Вот. После этого я больше за границу не ездил вплоть до 1987 года. Тогда уже настали несколько иные времена. Значит, как можно было в принципе поехать за границу из СССР? Можно было поехать вот так, как ездил я, по приглашению к друзьям, к родственникам близким и дальним и так далее. Для этого надо было обязательно получить приглашение, потом надо было получить всяческие характеристики, пройти собеседование и так далее. Но мне 18 лет, в общем-то, оформился я даже, когда мне было 17. Я еще был парень такой чистый, девственный, для властей абсолютно нейтральный и неинтересный. Вот. Так что все у меня прошло хорошо. Да, значит, главное, в чем была фишка-то?
надо было для выезда советскому человеку за границу получить выездные визы. Не въездные в иностранное государство, а выездные, то есть визу на то, чтобы ты выехал из пределов СССР. Значит, эти выездные визы были только исключительно однократными, и они были четко ограничены тем периодом, на который у тебя имеется там или турпоездка, или приглашение. Вот, то есть вот от и до, и никак иначе. В капиталистические страны выехать было еще намного сложнее, то есть тут уже к друзьям поехать было невозможно, я пробовал. Зато можно было поехать к ближайшим родственникам, то есть к ребенку, к папе, к маме, все. Иначе в какую-нибудь там Францию, Италию никак. Ну и, разумеется, там тоже был еще более пристальный прищур со стороны КГБ и прочих организаций. Надо было получать там вот эти характеристики, рекомендации, значит, от начальника того места, где ты работал или учился, от профсоюзного комитета, ну и от партийного или комсомольского комитета этого самого заведения. В общем, безумно сложно это все было. Тем более, что речь шла только, значит, о каких-то таких кратковременных поездках. Как было уехать из СССР всерьез и надолго? Ну, для этого существовали, наверное, три дорожки. Одна такая более или менее официальная, а именно по национальной, обычно еврейской линии. Эта вся история началась в 70-е годы вместе там с общей разрядкой международной напряженности, всякими хельсинскими договоренностями и так далее. И можно было советским евреям уезжать в Израиль. Ну, в Израиль, собственно, немногие из них направлялись, в основном через Израиль, через Италию, через Австрию. Они перебирались в Соединенные Штаты Америки, ну и там некоторые из них очень даже прославились. Ну, скажем, сооснователь Гугла Сергей Брин или певица Регина Спектор. Выехала таким образом из Советского Союза по еврейской линии где-то, судя по всему, в районе 500 000 человек. То есть это много, это реально много. И это была популярная вообще тема в СССР в 70-е и 80-е годы. Была даже такая расхожая шуточка, что еврейская жена не роскошь, а средство передвижения. Второй способ был связан уже исключительно с брачными узами. То есть можно было уехать за границу, и так поступили довольно многие мои знакомые, в основном почему-то из города Ленинграда. Можно было просто сочетаться браком с иностранным гражданином. Девушки выходили замуж за, значит, всяких американцев, англичанцев, французов, итальянцев. Вот, парни женились тоже на иностранных гражданках. Вот. Кстати, если помните песню «Аквариума» Марина, то там как раз об этом идет речь. Что Марина мне сказала, что она прекрасна, а жизнь напрасна, и ей пора выйти замуж за финна. Кстати говоря, именно эта фраза произвела скандал на рок-фестивале Тбилиси-80. Ну вот, да, в Питере, естественно, выходили замуж за финнов, в Москве, в общем-то, за кого угодно. Я тоже мог это спокойно сделать, потому что подруги у меня были и очень чуткие. Мог уехать я и в Америку, и в Италию, и даже в Новую Зеландию. Но этого не сделал по всяким причинам, о которых сейчас говорить не стану. Значит, да, можно было просто-напросто жениться, и в этом случае через некоторое время, разумеется, значит, вас могли отпустить следом за супругом. Ну и третий путь, самый рискованный, самый авантюрный, но, в общем, тоже многими использовавшийся, это сбежать, то есть, находясь за границей, взять и сбежать. Спрыгнуть с корабля, стоя в каком-нибудь там стамбульском порту,
Вот, или во время гастролей избежать, как это сделал, скажем, танцор балета Рудольф Нуриев, а затем танцор балета Михаил Барышников, а также многие другие гастролеры, которые, значит, несмотря на всякую КГБшную слежку и прочую крышу, в общем-то, умудрялись каким-то образом убегать из гостиниц и обращаться за помощью с просьбой, значит, предоставить убежище. Эти попытки иногда заканчивались очень, значит, плохо и трагично, но были всякие известные случаи, самолеты даже угоняли, если вы помните. Некоторые люди рисковали переходить сухопутную границу. То есть, собственно, советские пограничники в основном были поставлены на границе не для того, чтобы ловить шпионов, которые проникали в СССР извне, а для того, чтобы ловить советских граждан, которые пытались каким-то образом где-нибудь там в Карелии или где-то еще пересечь госграницу и оказаться в капиталистическом раю. Но удавалось это далеко не всем и не всегда. Так что вот, как видите, железный занавес и отношения советских граждан за границей складывались более чем тяжело и проблематично. Но, как всякий запретный плод, он, естественно, был тем более сладок. Поэтому советские люди очень интересовались жизнью в капиталистической загранице. Интересовались всевозможными ее аспектами, в меньшей степени политическими и гуманитарными, в большей степени материальными и культурными. Поэтому в СССР было очень много всего, посвященного загранице. То есть, скажем, в Америке не было журналов или тем более телепередач, посвященных Советскому Союзу. В общем, там бы никому это и в голову не пришло. У нас в Советском Союзе была популярнейшая еженедельная телепередача под названием «Международная панорама». Выпускались журналы про иностранную жизнь самых разных профилей. Значит, общий такой общественно-политический журнал «За рубежом», молодежный журнал, в котором я, в частности, печатался на музыкальные темы, «Ровесник». Для интеллигенции популярнейший журнал выходил миллионными, я не преувеличиваю, миллионными тиражами, толстый литературный журнал под названием «Иностранная литература». Кстати, хороший журнал, я там впервые прочел массу всяких занимательных западных романов и повестей, включая там и Маркеса, и, не знаю, Кензабуро Оэ, и многое-многое другое. Имелись всякие музыкальные телепередачи, мелодии, ритмы, зарубежную эстраду, у которой были бешеные рейтинги, которая выходила по праздникам глубокой ночью, чтобы оттянуть советских людей от всякой Пасхи, там, скажем. Была еще, скажем, библиотека иностранной литературы, в которую я был записан, часто ходил, а там был еще такой спецхран, куда я получил доступ, по блату, что называется, как младший научный сотрудник. В этом спецхране можно было читать всякие запрещенные западные книги, всякие журналы, конечно, не то чтобы Rolling Stone или там Melody Maker, но, по крайней мере, там что-то такое, где я мог что-то выудить. Да, кстати, прессу братских социалистических стран не всю, но почти всю можно было через Союз Печать в СССР выписывать. Я, скажем, выписывал чешский журнал «Мелодия». Довольно скучный, но тем не менее кое-что для себя я там находил. А напротив библиотеки иностранной литературы был кинотеатр «Иллюзион», в котором, я так полагаю, пиратским образом показывали старые западные фильмы 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. Там я посмотрел всяких Феллини, Пазолини, и прочих Годаров. Это у меня был такой бермудский треугольник. Иностранка, то есть библиотека иностранной литературы, Таганка, театр на Таганке рядом,
и кинотеатр «Иллюзион». Вот это был Бермудский треугольник, в общем-то, в котором я проводил очень много времени. Живьем общение с иностранцами, ну, естественно, форцовщики с ними общались, простые люди с ними не общались, поскольку, ну, знали, что это все чревато. То я тоже знал, что это чревато, тем не менее общался, но подвергал себя при этом большому риску. Вот. Иногда даже путешествовал в багажниках, значит, Volvo универсалов, чтобы меня не засекли на чекпоинте КГБшном. Были крупные официальные культурные события. Наверное, самым громким из них был Московский международный кинофестиваль. Он проходил раз в 2 года, но это было полное безумие, поскольку там было полно иностранных фильмов, и они шли, естественно, поскольку это кинофестиваль, они шли в нецензурированных версиях, так что там было все. И секс, и наркотики, и насилие. Вот все это мы смотрели. Но это отдельная история, значит, все это безумие вокруг московских международных кинофестивалей. Еще были время от времени недели, там неделя британского фильма, неделя французского фильма, тоже пользовались бешеным успехом. Я помню, на неделе английского фильма вся хиповая Москва ломилась, там был 1 или 2 показа мультфильма Yellow Submarine, естественно, группы Битлз и так далее, в кинотеатре «Звездный» на юго-западе. В общем, это было приключение, приобщение вот к этой самой западной жизни, западной культуре, западному way of life. Это было большое приключение. Но потом, во второй половине 80-х годов, там уже ситуация изменилась, свободы и простора для маневров стало несколько больше, появились видеосалоны, вот, где смотрели, значит, с кассет ВХС всякие пиратские копии, там уже были там и ужасы, и порно, и все остальное, то есть впечатление о западной культуре создалось уже более такое, скажем, объемное, стереоскопическое. Ну и тогда же примерно, ну вот начиная с фестиваля 1985 года, стали приезжать и всякие западные музыканты более или менее регулярно. UB40 в 1986 году, Билли Джоэл в 1987 году, ну а потом они просто пошли косяком. Я многие из этих концертов устраивал, целые фестивали бывали и так далее. Ну а потом и вовсе распался СССР, и упал окончательно в 1991 году железный занавес. Можно было, значит, из страны уезжать, и огромное количество народу этой возможностью воспользовалось. То есть нет какой-то строгой статистики, но, судя по всему, с момента распада СССР до сегодняшних дней из России уехало ну никак не менее 5 миллионов человек, скорее всего, даже больше. Вопрос, почему железный занавес открыли и до сих пор, как-то ни странно, его не опустили. Но я думаю, для Ельцина это было важно, потому что он себя искренне считал демократом, свободолюбцем и так далее, а свобода передвижения, так же как свобода слова, которую, кстати, Ельцин тоже уважал, в общем-то, это такие базовые, незыблемые, можно сказать, основы мировой демократии. При Путине, я думаю, до сих пор не закрыли, ну, окончательно, по крайней мере, не опустили занавес, потому что Путину выгодно, чтобы люди недовольные, люди бунтующие, люди вообще как бы умные, критически настроенные, чтобы они из страны валили, нафиг надо. То есть ценность человеческой жизни вообще в нынешней России, как вы знаете прекрасно, она крайне невелика. Вот. Она невелика и когда солдаты гибнут на войне, точно так же она невелика и когда там всякие, значит, молодые люди, пусть даже и способные, талантливые, с профессиональными навыками, языками и так далее, пусть они нафиг себе валят, без них в стране будет спокойнее. Вот. Это, конечно, сильно обедняет население российское, вот, и снижает его общий интеллектуальный уровень.
но для начальства важнее, чтобы в стороне, значит, все сидели тихо и не рыпались. Хотя я не исключаю, что рано или поздно наступит в Российской Федерации такой кадровый кризис, в частности и в сфере IT, и в сфере, скажем, военной, что, в общем-то, пойдут на советские меры и введут снова эти самые выездные визы. Ну и в заключение, наверное, такая общефилософская, что ли, идейка, что вот как я наблюдаю за многими россиянами и бывшими, и нынешними, в общем-то, их взаимоотношения с этой самой заграницей. Ну, когда я говорю о загранице, я, естественно, имею в виду такую фирменную заграницу, то есть Запад, так называемый. Западная Европа, Северная Америка. Мы тут не говорим про Индию, Китай, и южные курорты. Так вот, взаимоотношения складывалось таким довольно однобоким, как мне представляется, очень потребительским образом. То есть россияне очень полюбили, просто невероятно полюбили западные материальные ценности, но западные ценности гуманитарные, как то там свободолюбие, демократия, чувство собственного достоинства и так далее, вот как-то к этому наши соотечественники в большинстве своем, по-моему, относятся достаточно равнодушно. И я думаю, что это очень и очень неправильно. Поэтому, если вдруг занавес снова закроют, то, ребята, пеняйте сами на себя в первую очередь. Это был 24-й выпуск популярной советологии СССР из-за границы. Меня зовут Артемий Троицкий, и до новых встреч. Счастливо, товарищи!